Новости из мира интернета. Роскомнадзор всех уже задолбал. Опять жопа. Куда будет «Газпром» девать газ добытый? 100% зависимость от иностранных комплектующих. Расширение железного занавеса. Все это цветочки, ягодки будут позже. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Это итоговый выпуск новостей от Игоря Рыбакова. И вынужден вас расстроить. Новость из зоопарка будет, но очень плохая. В питерском зоопарке похитили акантозавра. Почти что динозавр, но это такой небольшой динозавр. Это такая ящерица, похожая на хамелеона. Акантозавра похитили из экзотариума Ленинградского зоопарка. Парень в джинсовке зашел в помещение вместе со знакомой, огляделся, вытащил ящерицу из террариума и передал сообщнице. Она спрятала животное в сумку, похитителей уже поймали. Плохая новость в том, что ящерица скончалась. В то время как одни достают звезды для своих любимых с неба, другие не находят ничего оригинальнее, как достать ящерицу из коробки, и ящерица потом дохнет. Берегите животных, доставайте лучше звезды с неба для своих любимых. Новости из мира интернета. Роскомнадзор обязал поисковики помечать, что TikTok, Telegram, Zoom, Pinterest, Discord нарушают российское законодательство. И ведомство заявило, что эти компании вообще не соблюдают порядок удаления информации, признанной в России запрещенной, и вот за это они их не сажают, не закрывают, они им говорят: пишите, пожалуйста, о том, что вы нарушаете. Вот. Это как преступнику сказать: слушай, мы тебя сажать за решетку не будем, ты вот бейджик носи, что ты преступник, и продолжай свои преступные деяния. Короче говоря, Роскомнадзор всех уже задолбал вот этими призывами и предписаниями писать везде: иноагент, что нарушает законодательство. Открываешь, бывалче, какой-нибудь сайт, там одни вот эти дисклеймеры. Пока все их пролистал, уже не стал читать новости и так далее. Меня, честно говоря, это все задолбало. Теперь я, когда Инстаграм говорю, я должен сделать упоминание: запрещенная в Российской Федерации, значит, организация, или Facebook и так далее. Я должен помнить, потому что если я не сказал, да, или если мои редакторы не сделали дисклеймер, там, ну что-то такое, да, то меня могут, так сказать, а-та-та. Причем больно а-та-та. Вот. Поэтому мы все должны постоянно помнить, что мы находимся под воздействием большого а-та-та. Если мы не указали что-то там, да, нам будет а-та-та. Меня, честно говоря, все это начинает задалбывать, нервировать, раздражать и так далее. А вас? Если вас тоже раздражают все эти надписи, дисклеймеры и так далее, напишите мне в комментарии, я хотя бы буду знать, что я не один, кого все это раздражает. Просто новость из дружественных стран для России. Просто вот сейчас вот держитесь, не падайте со стула. Короче, в Индии 6 мошенников взяли и открыли фейковый полицейский участок, одели форму, да, и вымогали полгода взятки у граждан. Знаете ли, индусы, так же, как, кстати, в России, очень респектуют, когда видят милицейскую, там, полицейскую форму. Представляете, эти ребята нанимали фермеров, переодевали их, то есть они изображали полноформатный действующий полицейский участок. Они поставили вымогательство денег просто на поток. И что интересно, в 500 метрах от этого фейкового полицейского участка был не фейковый. Понимаете, в чем дело? Поэтому, мне кажется, эти 6 гениальных людей открыли и взломали, и хакнули систему, ребят. Поэтому сейчас по всему миру я предвижу, что люди просто будут открывать вот эти фейковые полицейские участки. Раньше я слышал, что люди переодевали вот эту форму полицейскую, да, приходили, вводили людей в заблуждение и так далее. А тут все, открыли целый полицейский участок. Поэтому, если в следующий раз вы придете в какое-нибудь правительственное здание, да, и вам будет казаться, что это, например, правительство Российской Федерации, то это запросто может оказаться фейковое правительство Российской Федерации, и вас там просто будут разводить на деньги. Будьте внимательны. Никогда
Не поддавайтесь вот этой иллюзии обмана. Вы знаете, где реальное правительство Российской Федерации. В Белом доме. И оно не собиралось менять место. Поэтому, если вы вдруг в вашей Тьму-Таракане обнаружили здание с вывеской «Правительство Российской Федерации», ну, пожалуйста, ну, будьте внимательны. А это как касается и полиции, и прочего, ну, все, что может ввести вас в заблуждение, да, не принимайте поспешных решений, не поддавайтесь на чары доминирующих над вас вот этих вот колдунов. И помните, наше безалаберное поведение размножает количество мошенников. Мы кормим их своими деньгами. Да, и чем больше мы денег им подарим, тем больше они будут заинтересованы грабить нас дальше. Поэтому пусть вот этот вот пример этих 6 индийских мошенников вдохновит вас еще раз быть осторожными, аккуратными и держаться людей, которые могут отличать черное от белого. Газовые войны продолжаются. «Газпром» объявил, что полностью остановит прокачку газа по Северному потоку с 31 августа по 2 сентября. Ну, правда, со 2 сентября он опять откроет прокачку, поэтому по поводу вот этого резкого заявления полностью остановит прокачку, сейчас все средства массовой информации такие, ну, приостанавливают, но она обычная профилактика, это плановая профилактика, я надеюсь. Потому что куда будет «Газпром» девать газ добытый? Ну, слушайте, даже если отправить весь газ сейчас всем дружественным странам, да, все равно останется, знаете, сколько газа? Который невозможно сжечь в России ни на какие нужды, потому что газа Россия добывает столько, что она готова этим газом снабжать полмира. А вот прокачать этот газ по трубам мы не можем. А сжижить столько газа, чтобы развести танкерами, тоже пока не можем. Я надеюсь, когда-то «Газпром» решит эту проблему и станет действительно национальным достоянием, а не национальным. Кстати, напиши мне в комментариях, какая у тебя ассоциация с «Газпромом». Потому что по телеку мы постоянно видим «Газпром» — национальное достояние. Ну, раньше, во всяком случае, было очень много реклам. Но у каждого есть своя ассоциация, что такое «Газпром». Напишите мне в комментарии. Итак, «Газпром» и продолжите фразу. Мне будет очень интересно видеть, какие у вас версии. Что такое «Газпром» для тебя лично? Новости от Министерства чрезвычайных ситуаций. Там заявили о дефиците отечественного оборудования и комплектующих. Для основной массы российских предприятий сегодня является проблемой отсутствия в стране достаточного количества сырья. А доля иностранных комплектующих для производства некоторых средств защиты для пожарных составляет 100%. Вы представляете? 100% зависимость от иностранных комплектующих. Вот видите, мы выяснили и еще одну нишу для отечественных предпринимателей. Ну, здесь тоже обязательно импортозамещение надо делать. Ну что теперь, мы в огонь будем входить на голую жопу? Без скафандров, без средств защиты? Здесь область такая, что наши защитники пожарные должны быть по полной программе быть вооружены. А вот нет, сырья не хватает и так далее. Поэтому, предприниматели, миленькие, навалитесь и импортозаместите эту область. Очень нужно, пожалуйста, сделайте. И, кстати, в X10 Академии есть производственный факультет, на котором преподается наука о том, как, удовлетворяя спрос, вот, пожалуйста, например, МЧСников или еще каких-то там организаций, да, заработать много денег. Поэтому не теряйте время. Идите, научитесь. Вторник, 23 августа, приходите на мой бесплатный вебинар, где я расскажу о производственном факультете X10 Академии. Мы проведем его вместе с моим лучшим учеником в производстве Ириком Алаяровым. Если ты занимаешься производством и хочешь улучшить свой финансовый результат, хочешь найти новых покупателей, новых поставщиков и вообще хочешь понять, как строить великие компании, такие как моя компания Технониколь, приходи на бесплатный вебинар, ты узнаешь много интересного. И я научу тебя, как зарабатывать бабки на производство, а не зарабатывать себе геморрой на производстве. Новости про импортозамещение. Бывший Starbucks открылся в Москве под новым названием Stars Coffee. Почему Stars? Помните, был Black Stars. Там Тимати, все дела, потом они развалились, а теперь Тимати совместно с какими-то предпринимателями вот купили кофейню, бывший, так сказать, Starbucks. И называется она Stars Coffee. По-моему, очень клевое название, да? А вообще, давайте вместе посмотрим, как известные нам ранее бренды, да, называются теперь, в эпоху импортозамещения. Ведь
И наше импортозамещение в России всегда заканчивается, в общем-то, только переименованием. Давайте посмотрим. Итак, вкусная точка — это вместо Макдональдса. Пицца Н вместо Пицца Хат. Кстати, или Пицца Х. Х. Да, Пицца Н или Х. Непонятно. Как хочешь, интерпретируй. Х**овая пицца или просто Н. То есть нет пиццы или что там, не знаю. Виола вместо Валио. Ха! Локситан вместо Локситан, мне кажется, очень оригинально, да, ничего не стали менять, просто русской кириллицей написали и все. И мое любимое — Москвич вместо Рено. И появились слухи, что известная всем как сеть коворкингов WeWork, да, поменяет скоро название на, ну, вы уже догадались, да? Мы работаем. Просто берет и изменяет, да? То есть по-английски we — это мы, work, ну типа работаем. Ну, короче, что там думать? Да, мы работаем. Это почти как Локситан, да. Появилась информация, что один очень известный предприниматель собирается приобрести WeWork, переименовать его нахрен, да? Кстати, вы не знаете, какой это предприниматель? А если знаете, пишите мне в комментарии под этим выпуском. Мошенники подделали целый сайт IKEA, чтобы обманывать россиян и продавать им фантомные товары. Короче, какие-то жулики создают сайты, да, заманивают туда людей, берут бабки и исчезают в неизвестном направлении. Я расскажу вам историю об Анастасии. Пусть она станет для вас вдохновляющим примером, как точно делать нельзя. Итак, Анастасия в поисках самого выгодного предложения, ну вы понимаете, кто из нас не искал самое выгодное предложение, да, наткнулась на этот сайт мошенников и произвела оплату по заказу 9 тысяч, супер предложение. Ей отзвонили и сказали: да, мы видим ваш заказ, но ваши 9 тысяч не прошли, заплатите, пожалуйста, еще. Так Анастасия заплатила второй раз. В общем, эти жулики разводили Анастасию снова и снова. В общем, в сумме Анастасия перевела мошенникам 50 тысяч рублей. Понимаете? Выгодная покупка. Ну и после того, как она перевела им 50 тысяч, эти мошенники растворились. Анастасия больше их не видела. Мне очень жаль Анастасию. Не будь как Анастасия. Пожалуйста, предупреди родных и близких. Не надо делать как Анастасия. Не ищите, не гнался бы ты, поп, за дешевизной. Всегда, когда гонишься за дешевизной, концентрируешься, знаешь, на чем? Не на том. Ты просто меняешь свое время не по выгодному курсу. В результате ты хотел дешевле, а получилось что? Как говорил Черномырдин, как всегда. Опять жопа. Ты своими ногами, своими деньгами, своим живым временем, своей жизнью сам зашел в жопу. Поэтому, ребята, не будьте как Анастасия, будьте внимательны, не гонитесь за дешевизной. Ну а если хотите подготовиться к жизни, ну реально во всеоружии, да, быть актуальным, уметь отличать манипуляции в отношении вас и генерировать своевременные защиты от этих всех манипуляций, приходите в Exesis Академию, я вас научу, как это делать. Уж кто-кто, а я точно знаю, как генерировать защиты от злоупотреблений властью, манипуляцией и контролем. Драматическая новость из Екатеринбурга. 19 августа в Екатеринбурге начался суд над 64-летним охранником Александром Васильевым, которого обвиняют в порче картины на выставке в Ельцин-центре. По словам адвоката, Васильев раскаялся. Ущерб от его действий полностью покрыла страховка, однако руководство Третьяковской галереи отказалось пойти на мировую. Представьте себе, выставка, посетители гуляют, висят картины учеников Казимира Малевича. На части этих картин, да, у людей нет глаз. Охранник, который наблюдает реакцию посетителей шоковую, да, дорисовывает эти глаза, ну, желая защитить людей. Он же охранник, он охраняет, да, он дорисовывает глаза, и его скручивают администрация и сажают за решетку. Адвокат говорит: ну хорошо, но он что-то там зря Так Третьяковка говорит: сажать его за решетку и не отпускать. Ребята, он хотел как лучше, он хотел, чтобы люди, посетители выставки, не впадали в шок при виде людей без глаз. Он дорисовал им глаза. Более того, он признался, что он не хотел вреда. Он полностью раскаялся, да, и по словам вообще дорисовал эти глаза по просьбе подростков, понимаете? Люди, дети, юноши просили его дорисовать. Однако руководство Третьяковской галереи непреклонно. Оно подало в суд, чтобы другим было неповадно
да, чтобы не дорисовывали картины, куда попало. А то представьте себе, да, картина стоит, голая женщина, они и член подрисует, еще. Что будет тогда, если каждый будет подрисовывать какие-то там штуки, дрюки этим картинам? Что будет тогда? Поэтому руководство Третьяковской галереи строго-настрого предупреждает: не подрисовывайте ненужные части тела всяким там картинам. Но я хочу вам так сказать, друзья мои, все-таки лучше быть немножко добрее друг к другу. И если уж человек раскаялся и сказал: ну не буду я больше подрисовывать там, да, ну отпустите его, пожурите его как следует, и все. Если ты поддерживаешь мое предложение, напиши мне в комментарии, да, давай вместе будем топить за этого 64-летнего человека Александра Васильева, да, которого обвиняют, давай поможем ему, и я надеюсь, наши слова прокуратура или кто надо услышит. В App Store появилось приложение Open Digital Wallet, имеющее отношение к банку открытия. Open Digital Wallet — это по-английски означает открытый цифровой кошелек. Хера себе, кошелек должен быть закрыт, а он открытый. Давайте посмотрим повнимательнее. Итак, клиенты банка открытия получили приглашение от банка срочно пройти в App Store и скачать приложение. Вот. А как вы знаете, ранее App Store удалил все эти банковские приложения, и клиенты очень страдали. Это уже не первый раз, когда российские банки возвращаются в App Store под другими именами. Ранее я сообщал вам про СБОЛ, система банковского обслуживания для людей, так называемая аббревиатура. Это приложение Сбербанка, оно появилось, поэтому, друзья мои, кто испытывал трудности, приходите, скачивайте и наслаждайтесь себе банковскими сервисами, да, из вашего смартфона. И давайте вместе решим с вами ребус. Все-таки App Store, который с таким шумом изгонял российские банки из маркетплейса, сказал все и удалил сбербанковское приложение, открытие и так далее, он сейчас знает, что банки вернулись на маркетплейс? Ну да, под другими именами, да? Или не знает? А значит, узнав позже, удалит снова эти приложения. На что вы ставите? Напишите мне, какая ваша версия? Знают ли они, да? И делают это сознательно, чтобы не терять бизнес. Ну, вы понимаете, да? Как все бизнесмены, вот так вот, да? Ну, все. Чтобы услуги непрерывно оказывались людям, чтобы люди не страдали. Все бизнесмены постоянно находят варианты решения проблем в любой, даже нерешаемой ситуации. Или они пока не знают. А значит, нам ждать следующее, что их, когда рассекретят, то их опять удалят, и тогда нам не надо скачивать эти приложения, да, начинать работать и радоваться, потому что завтра наша радость может прерваться. Новости из не очень дружественных стран. Итак, главы МИД Евросоюза обсудят изменение визового кодекса для значительного сокращения выдачи виз россиянам. Ну, вы понимаете, да? Расширение железного занавеса, другими словами. Короче, вы помните, да, в Эстонии приняли решение прекратить выдавать визы россиянам. Ну, оставить там только дипломатов, там и какие-то ограниченные группы людей, и все. Финляндия в 10 раз, понимаете, в 10 раз сократила выдачу визы россиянам. Вы понимаете, да, что все это цветочки, ягодки будут позже. Так вот, главы Министерства иностранных дел Евросоюза засели за стол, чтобы обсудить продолжение вот этой вот экспансии. Я вам напомню, в 2013 году обсуждалась отмена виз, вообще отмена виз, а сейчас, да, обсуждается то, что вообще запретить выдачу виз и оставлять там визы только вот, дипломатам и так далее. Ну, конечно, мы докатились, конечно, до очень интересного там состояния. Как меня все это достало? Единственная радость моя, знаете, какая? Теперь нам не надо париться по поводу того, что ехать в Куршавель, ехать куда-то и так далее, платить эти отели какие-то безумные. Мы едем на Алтай, на Урал, Ярославль. Мы, наконец, стали ездить по тем местам, по которым всегда хотели поездить. Ну, хоть одно маленький плюс от этих всех ограничений по визам. Новости миграционных потоков. В апреле-июне 2022 года за границу выехали 5 миллионов россиян. Это на 20% больше, чем за тот же период в прошлом году. Итак, согласно данным погранслужбы ФСБ, поток в недружественные страны резко сократился, да, а поток в дружественные страны вырос. Как вы думаете, куда выезжающие из России люди в дружественные страны потом едут? Остаются они в дружественных странах или это такие транзитные маршруты? Этот вопрос я оставляю вам для самостоятельного ответа. Я надеюсь, вы догадаетесь. Например, в Армению приехало 180 тысяч людей из России
Всего за несколько месяцев, да. Вы знаете, сколько людей всего живет в Армении? В Армении столько домов нет, чтобы расселить эти 180 тысяч. Значит, эти люди, да, дальше из Армении куда-то путешествуют, да. Поэтому, друзья мои, вся эта шокирующая статистика. 5 миллионов выехало, приехало, без указания. Слушай, уехало 5 миллионов, а вернулось сколько? Вся эта шокирующая статистика — это такие, знаете, заявления и хлопки. И нам СМИ постоянно подчеркивают, чтобы вот какой катаклизм. Почему статистика не сообщает, сколько туда уехало, а сколько оттуда вернулось? И вообще, почему до сих пор не обнародованы вот эти вот цифры миграционных потоков, то есть сальдо, ну, плюс-минус, да, сколько дельта, сколько людей убыло. Постоянно вот эти вот цифры, из которых, ну, сложно посчитать, сколько реально людей раньше жили в России, а теперь не живут больше в России. Сколько налогоплательщиков потеряла Россия. Вот этой статистики, давайте на нее посмотрим. Дайте нам такую статистику, дайте нам эти цифры, а то мы вынуждены тут все это считать, а нас специально вот вводят в заблуждение. Выехали, приехали. Как посчитать все это? На самом деле, ребят, если вы наблюдаете всю эту вот чехарду, сейчас, по-моему, логистические компании, они просто озолотились. Просто озолотились. Сейчас, чтобы что-то отправить, например, в Европу, вот раньше мы грузили это из Балтийского порта, например, вот в Европу. Сейчас знаете, как груз идет? Он идет туда, вот на Черное море, да, в Турцию. Там в Турции меняются документы, и только потом в обходную в Европу. То есть логистические маршруты выросли в 2 раза и больше, и до предела. Нет конца и края. Некоторые логистические маршруты выросли в 10 раз. То есть мы сейчас преодолеваем вот эти транзакционные издержки, которые сами друг другу создали. Не очень это хорошо, потому что у меня такое ощущение, что если человечество ничего более умного не найдет, кроме как продолжить заниматься вот этим вот этой, нас ждут реально смутные и черные достаточно времена. Поэтому я хочу вам вот что сказать. Давайте вместе все-таки размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум.